Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю познакомиться с еще одной очень интересной моделью гибридных внутриканальных наушников среднего сегмента. Это Tony King Flame 41. Ценность этого решения просто неоспорима. В то время, когда подавляющее большинство производителей обыгрывает один из двух популярных вариантов тюнинга, компания Tony King продолжает делать что-то свое, формируя собственное фирменное видение звука. И знаете что? А ведь у них реально получается, и получается очень круто. Собственно, о них сегодня и говорим. Поехали! Коробка, конечно, поражает своим аскетизмом. Никогда не подумаешь, что внутри наушники почти за $300. Характеристик, к слову, тоже нигде нет. Зато имеется вот такой контроль качества и круглый металлический бокс с прищепкой на одежду и 3 наборами амбушюр разного размера. Один из них пенки, а 2 остальных набора представляют из себя силикон разного цвета. Если честно, насадки тут реально на сдачу, а установить их на звуководы вообще отдельный квест. Большую часть времени я использовал данные наушники с фирменными амбушюрами от Duno и BGVP, чего-то вам советую. Кабель здесь тактильно приятен, мягкий, с прямым металлическим штекером и без сколь-либо выраженных заушин. Вот это я одобряю. Мне лично так реально удобнее. Его сопротивление составляет 0,332 Ома, а сам производитель заверяет о использовании 6N монокристаллической меди. Соединение с чашечками осуществляется на довольно качественных MMCX коннекторах. Корпус у модели литой, с большим направленным назад компенсационным отверстием и звуководом, имеющим утолщение к краю и прикрытым защитной металлической сеточкой. О том, какие же излучатели установлены внутри, я никакой информации не нашел. Известно лишь, что это один динамический и целых 4 арматурных драйвера. На фейсплейты нам вынесли цветовую такую красно-зеленую маркировку каналов и изображение логотипа компании в виде буйвола. Посадка у Flame 41 отличная, с хорошей пассивной звукоизоляцией и приятным для кожи материалом корпуса. Вот так это все и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и просто какой-то рекордный уровень искажений, в пиках достигающий всего 0,5%. Это очень круто. Фазовая составляющая, очевидно, следует за частотной, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 70 и 100 миллисекунд соответственно. С разными насадками графики, как видите, практически не отличаются, но на слух восприятие звука с ними сильно меняется. Кривая же АЧХ имеет подъем низких частот на 13 дБ, затем идет выделение области от 1 до 2,5 кГц, двойная компенсационная яма с доминантой на высоких частотах и еще одно выделение от 6 до 9 кГц. Я такую настройку встречаю впервые, так что комментировать ее как-то, друзья, не возьмусь. На кривой от производителя мой график вроде бы как не сильно похож, но на нем все совсем уж схематично указано. Сразу же хочу оговориться. Насадки, которые идут в комплекте, делают звук наушников куда суше и грубее. Возможно, кому-то этот факт и придется по вкусу, но, на мой взгляд, раскрыть с ними потенциал модели просто невозможно. Ушки могут куда больше и намного лучше. Я перепробовал несколько видов качественных насадок, пару недель походил с Duno, затем перешел на BGVP, и везде звучание было просто невероятно сочным, объемным и очень вкусным, а не тот сухофрукт, что нам предлагают насадки из комплекта. В качестве дополнительной рекомендации могу еще привести отличное универсальное решение в виде спинфитов. Если же начать описывать звучание Tony King Flame 41, то оно действительно не похоже ни на что из моей коллекции в положительном смысле. К примеру, AudioSense DT300 имеет столь же интимную сцену, но в сравнении с Flame 41 кажется сдвинутыми в сторону верхних частот. Впрочем, ровно такое же ощущение остается и после сравнения с Vidix Diamond String и Yanin Aladdin. Та же ритм-гитара в дедкоре на Flame 41 звучит намного ниже, жирнее и глубже. И можно было бы предположить, что герои обзора просто строят притемненное звучание, но нет, с высокими тут тоже полный порядок. Их, конечно, по уровню чуть меньше, чем в тех же Yanin Aladdin, однако благодаря особенностям АЧХ верхняя часть середины и высокие тут иногда даже сильнее подчеркнуты. Зато вокал имеет такую приятную грудную основу с уходом в саб-составляющую, а всякие акустические среднечастотные инструменты кажутся находящимися чуть ли не в шаговой близости от нас, настолько здесь круто
передаются вибрации. И если вы как раз из тех, кто жить не может без низкочастотных тембров, это вот самое оно. Те наушники, которые вы так долго искали. При этом в звучании вообще не ощущается никакой каши, скорее наоборот, все инструменты прекрасно читаются, а наличие воздуха гарантирует прекрасное их разделение, в том числе и в глубину. Высокие же словно идут таким отдельным пластом со всеми их затуханиями и перкуссионными хвостами. Хотя ключевым достоинством данного героя обзора я лично считаю правильное тембральное насыщение и отличную проработку материала. У каждого инструмента просто превосходно подчеркнута его масса и тот самый аудиальный объем, ну или трехмерность. Может, конечно, здесь нет привычного акцента на разборчивости вокала и той искусственной резкости, что предлагают нам вот эти все популярные настройки АЧХ. Зато уши Flame 41 буквально отдыхают, и это без банальных попыток под корень нам срезать верха. Просто акцент грамотно сместили в сторону низких частот. И мне это реально нравится. У звука появился свой собственный, ни на что не похожий характер. Практически уютная гавань для тех, кто любит жирный глубокий звук, но с прекрасной прорисовкой и разделением инструментов. На слух верхняя часть середины тут спокойнее, чем обычно. За счет этого наше внимание концентрируется на более низких частотах, которые модель готовит просто поразительно вкусно. А высокие, словно вишенка на торте, завершают целостное построение всей звуковой картины. То есть звучит все очень насыщенно и при этом довольно сбалансированно. По стилистике мне очень понравилось, как тут звучит тяжелая музыка. Вот именно под таким соусом я ее на самом деле и уважаю. Такой сочный, по аналогу теплый басовитый звук с отличной детализацией и скоростью отработки. Старый рок, джаз, фолк, электроника – все играет просто прекрасно. Исключения могут быть лишь там, где основной музыкальный спектр находится в верхней половине диапазона. Всякие, например, мастера музыки из джаджуки и прочая такая яркая этника. Хотя и тут вопрос спорный. Смотря кто как ее предпочитает слушать. Здесь просто музыка принимает такой более спокойный, естественный характер. По атмосфере это больше похоже на старые джазовые клубы из американских фильмов, словно ты сидишь в зале, а музыканты на сцене ведут свою линию импровизации. Без всяких резких, беспокоящих звуков и излишней яркости. Все на месте и все прекрасно сбалансировано. При этом любая музыка играет, как говорится, в удовольствие. Так слушая, отдыхаешь. Такого, признаюсь, я еще ни разу не встречал. Безумно интересная получилась у Tony King настройка с в прямом смысле этого слова кайфовым тюнингом. Перелистывая всю свою фонотеку, я останавливался буквально на каждом шаге. Наконец-то я смог полноценно вкусить музыка-нут Петра Магони и старые джазовые рипы с винила. В общем, если любите собранный насыщенный звук с глубоким басом, чисто мелодичной серединкой и комфортными высокими частотами, лучше тюнинга, на мой взгляд, не найти. От источника требуется только хорошая выходная мощность, сам же характер звука практически не важен. В любом случае он получится естественным и просто до безобразия живым. Реально очень харизматичные ушки, подчеркивающие, на мой взгляд, саму основу музыкальности. Итогом внутриканальные пятидрайверные гибридные наушники Tony King Flame 41 лично меня пленили своим удобным гибким кабелем, приятным уху материалом корпуса и просто неповторимо мелодичным тюнингом. Настолько естественно, эмоционально и глубоко мало какие наушники играют. Минусы у модели, правда, тоже есть. Очень огорчило меня отсутствие хоть какой-нибудь информации о использованных излучателях и просто отвратительные насадки в комплекте. С ними вкусить их звучание в полной мере практически невозможно. Так что обязательно докиньте в комплект какие-нибудь достойные амбушюрки, и просто море позитивных вибраций вам обеспечено. Действительно, бесподобные ушки, я в полном восторге. Сегодня, когда все пытаются делать по сути одно и то же, встретить что-то настолько самобытное и при этом грамотно приготовленное – огромная удача. Однозначно могу рекомендовать очень годные ушки, особенно для ценителей тембральной глубины и объема. Тут на них сделали особенный акцент. Потрясающе, друзья, мне нечего добавить. Это были Tony King Flame 41. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.